Друзья, всем привет! Андрей Рублев. Андрюш, как ты? Да, все нормально. Ну да, очень бодрый ответ. А если серьезно? Я не знаю, все нормально. Все нормально. Расскажи про начало этого сезона. С одной стороны, есть очень классный момент, твой титул в Дохе. С другой стороны, на следующей же неделе был провал в Дубае. В какой форме сейчас Андрей Рублев? Да, в хорошей форме. В Дубае не было провала. Просто тяжело, когда ты прилетаешь с турнира на турнир, тебе сразу играть без... Когда еще совсем разные кондиции, когда кондиции хотя бы похожи, то это немного легче. Когда ты отыграл 3 тяжелых матча с топовыми игроками по 3 сета, и тебе прилетать сразу играть, и то просто как бы в плане теннисным матчем это было не назвать, и плюс соперник играл очень круто, он круто подавал, и я ничего не мог особо сделать в итоге. То есть это нормальная ситуация, да? Ну да, это нормально. Абсолютно окей. А что тебе дал титул в Дохе? Радостные эмоции, не знаю, радостные эмоции и что на правильном пути. Но на правильном пути я понимал еще и в начале сезона, когда проигрывал в первом круге той же Австралии и так далее. Ну да, радостные эмоции, наверное, какое-то подтверждение. Что ты на правильном пути? Да ни на что я на правильном, уже, как говорю, еще с начала сезона понимал, что на правильном пути. Наверное, просто подтверждение, что и другим способом можно выигрывать тоже. Угу. А у тебя получилось найти правильный сейчас баланс эмоций, чтобы они были, но были позитивны? Вот как эту пропорцию нащупать? Ежедневной тяжелой работы. Это как волны, они идут так, и надо подстраиваться. Но сейчас ты больше в своих эмоциях уверен, что ты их больше под контролем держишь, чем год назад, допустим? Да не под контролем я их держу, их невозможно под контролем держать, просто наоборот научился балансировать. То есть ты считаешь, что эмоции держать под контролем невозможно? Их просто надо принимать? Ну, тогда самообманом всем занимаешься. Это я у тебя спрашиваю, я же не знаю. Как ты можешь контролировать, если у тебя внутри не гнев, знаю. И тебе хочется разнести все? От того, что ты это не делаешь на показ, внутри-то у тебя это все то же самое происходит. А что делать тогда? Ну, ты же продолжаешь беситься во время матча конечно, внутри? Нет, не всегда. Не всегда? Нет. Когда начинаю беситься, у меня, как правило, это все равно проскакивают моменты на кортах, когда что-то там выкрикиваю или ругаюсь, или возмущаюсь. Просто как не научился, а учусь, чтобы этого еще было меньше, чтобы прийти к тому, чтобы это вообще не было, и стал лучше просто делать, что это меня не так выбивает. То есть я там условно крикнул, и раньше это могло там сказаться на целом гейме, сейчас может это скажется на одном-двух очках, на одном или двух очках, да, и дальше я опять как бы в игре. А что ты сейчас испытываешь, когда ты приезжаешь на турнир в Дубай? У тебя нет такого чувства, что закольцевалась история, потому что прошлый год тяжелый отрезок, такое ощущение, что стартовал именно с Дубая у тебя? Нету? Вообще все равно. Не знаю, вообще никаких эмоций все равно, да. И прошлогодние какие-то отголоски тебя как бы не тревожат совершенно. Окей, над чем сейчас помимо головы работает Андрей Рублев в теннисном плане? В теннисном плане над всем, как и говорил в Москве, что больше научился тоже быть больше open mind и работать над вещами, которые я раньше не работал, отпустить весь перфекционизм, идеальный удар справа, идеальный удар слева, все это вообще убрать и просто делать вещи, которые я раньше не делал, работать над ними. А прости, а что такое в твоем понимании идеальный удар справа? Ну вот вообще идеальный удар, что я это? Я думал, что это что-то вообще космическое? Космическое. То, что в хайлайтс попадает? Ну не в хайлайтсе, нет, то, что там ты всегда в нем уверен и так далее, но такого типа можно... Короче, идеального ничего не бывает. Вот. Хорошо. Ни справа, ни слева, хоть можешь обтренироваться. Вот, я уже достаточно времени тренирую, что у меня отличный удар справа и так, и с ним ничего не будет от того, что я его буду меньше тренировать, поэтому уделяем тем вещам, которым мне не хватает. Это все, подача, слета, укороченные, защита и так далее. Но защита всегда была, уделяли просто этот долгий процесс. Вот, но Последний вопрос. Как тебе здесь корты? Была информация, что якобы поставщик другой, покрытие чуть быстрее, но условия здесь всегда особенные. Я не знаю, быстрее или нет. Корт, да, вроде цвет поменяли, был синий, сейчас более фиолетовый.
А так здесь всегда условия тяжелые были. Точнее, не тяжелые, объяснить их тяжело. Здесь вроде один турнир, а как будто четыре разных, потому что играешь днем в жару вообще одни чувства, играешь ночью кардинально даже близко не похожи на что-то другие. Потом на следующий день холодно будет, это вообще третий какой-то необъяснимый фактор. И еще постоянно, когда ветер сильный, четвертый. И как будто один турнир из 4 разных кондиций, из-за этого, как бы, ну да, у всех, мне кажется, какие-то трудности здесь всегда. Я тебе желаю, чтобы у тебя условия все были одинаковые. Спасибо. Все этой недели. Друзья, Андрей Спасибо. Рублев.